Представь, ты играешь в одиночную игру с ботами, после чего к тебе присоединяется неизвестный игрок по имени Проб. Он здоровается с тобой и спрашивает, как дела. Как вдруг ты осознаешь, что у тебя нет друзей в Стиме и технически никто не мог подключиться к твоей игре. Это реальная история игрока, на которую я наткнулся на одном из закрытых форумов. Но давайте по порядку. Ben27 это обычный игрок и непримечательный профиль с форума. Его видео начинается с того, что он играет на цитадели, кучкуясь рядом с турелькой. После чего его игра перезапускается и он оказывается на том же самом месте. Да, тут он ушел в АФК и простоит так до конца игры. И тут к его серверу подключился неизвестный игрок. Hi, how are you, my brother? Yep. Yep. Что тут сказать? Это выглядит странно. Давайте прочтем, что написал автор об этом. Пока я отходил, на мой одиночный сервер зашел игрок и голосом скаута спросил, как у меня дела. Это звучит жутко и очень трудно понять, что здесь происходит, когда ты смотришь на это впервые. Однако на карте Цитадель, кстати, которая вышла этим летом, комьюнити был замечен и разобран эксплойт, позволяющий строить постройки на этом передвижном танке. И это было первой картой, на которой мы увидели эту возможность. К чему это я? Карта Цитадель уже успела отличиться от других, потому я вполне могу предположить, что этот лагучий NPC скаута из видео тоже может быть эксплойтом и всего лишь скриптом разработчиков, которые они добавили. Ведь карта обновляется регулярно, а последнее официальное обновление было аж 20 июля. В версии бета 3.a в первой строке обновления говорится об обновленных VS-скриптах, предположительно вызывающих сбои сервера и другие критические ошибки. Может ли быть так, что это сообщение является завуалированным предвестием для добавления странного голосового NPC-скаута? Возможно, но чтобы понять это, нужно разобраться в этом лично, и спойлер, я сделаю это в конце видео. Сейчас у нас есть две версии, что это такое, от тривиальной до откровенной мистической. Первая и самая простая — это то, что мы уже обсудили. Авторы могли подумать, что такой вот проб-игрок, который является NPC, будет классной деталью для одиночной игры с ботами. Согласитесь, неожиданная встреча с другим одиноким игроком сделала бы вашу игру более живой и дала бы повод снять подобное видео, чтобы напугать всех, а после этого вообще родить легенду о странном NPC на карте и привлечь больше поклонников. Звучит правдоподобно. Следующая версия говорит о том, что это визуальный баг или же ряд побочных действий, которые создали у нас впечатление о присутствии реального игрока, хотя на самом деле никого там нет. И правда, к игре подключился игрок с ником Проб, однако в voice chat говорил игрок без ника. Может, это вообще автор говорил? Хотя, как автор, если там реально голос скаута? Hi, how are you, my brother? В общем, эта версия оспаривается лишь тем, что к серверу реально кто-то подключился, а затем кто-то другой говорил voice chat. Возможно, это вообще был друг Бена, который решил приколоться над ним с помощью программ подмен голоса. Ну и третья версия, она финальная. Она гласит о том, что это попытки распространить миф. Но узнать, правда это или нет, мы можем, проверив лично, зайдя в игру и настроив сервер. Начнем. Я создал сервер. Начнем с того, что я оставил место в своей команде, если вдруг скаут зайдет к нам. Я хочу, чтобы он попал в мою команду, как это было на видео. У локальных серверов много разных команд, и я не знаю, влияют ли они на срабатывание этого мифического скрипта или нет. Поэтому я протестил игру на двух параметрах: отключенные свечицы, включенные, так как это самый яркий параметр на локальном сервере, который включает или отключает влияние на игру извне. Простояв АФК за инженера, как на видео, по полчаса с двумя параметрами, ко мне никто не подключился. Поэтому, скорее всего, это миф, и он не прошел проверку. Хотя, я не знаю, сделал ли я все правильно, ведь мне не удалось списаться с автором видео и узнать о его параметрах сервера.
А для тех, кто досмотрел до конца, я безмерно благодарю каждого и хочу сделать вам подарок, а именно ключ от игры в Steam, который вы можете получить от меня. В моем боте Farsh Case проходит летняя раздача Steam игр, и она совсем скоро закончится, поэтому успевай. Переходи по ссылочке в описании и получай свою игру. Ну все, давай.